На высоте 900 метров под массивной горой длительное время скрывались нечто необычное. Целых 500 вагонов. Их нахождение стало настоящей сенсацией, привлекшей внимание как исследователей, так и простых любителей приключений. Тайна этих затерянных вагонов окутана множеством мифов и загадок, а их история, как кусочки головоломки, складывается из разрозненных фактов. Все началось, когда однажды на местной ярмарке один из солдат, вернувшийся с войны, наткнулся на старую карту, тщательно сохраненную в кармане его формы. На карте был изображен участок, который, казалось, указывал на неразгаданные глубины под горой. Этот солдат, полон энтузиазма и желания узнать истину, поделился своей находкой с местными исследователями. Так начались поиски загадочных вагонов, которые, по слухам, были оставлены здесь десятилетия назад. Местность вокруг горы была изучена многими, однако никто не предполагал, что под землей скрывается столь масштабная находка. Исследователи, вооруженные современными технологиями и старыми картами, начали свои раскопки, уверенные в том, что под поверхностью кроется нечто важное. Поначалу поиски не приносили результатов, но с каждым новым днем энтузиазм только возрастал. После нескольких недель упорных усилий команда археологов и спелеологов добралась до подземной пещеры, где их взору открылась невероятная картина. Целая цепь вагонов, ржавеющих под слоем земли и времени, мелодично выстраивалась вдоль подземного коридора. Загадочные вагоны, покрытые пылью и паутиной, казались не просто заброшенными, а словно замороженными во времени. Каждый вагон хранил в себе историю, полную приключений и трагедий. Среди находок были не только обычные грузовые вагоны, но и вагоны, которые когда-то служили для перевозки пассажиров. Загадка заключалась в том, что никто не мог точно сказать, как они оказались здесь и почему остались забытыми. Легенды о них начали обрастать новыми слухами. Некоторые утверждали, что вагоны были привезены во время войны, другие говорили о том, что они были частью какого-то секретного проекта. Интерес исследователей к этим затерянным составам быстро возрастал. Каждый день приносил новые открытия, и вскоре стало понятно, что эти вагоны могли быть связаны с более широкой историей, чем просто заброшенные рельсы. Интрига нарастала, и вскоре они начали догадываться, что все это может привести к более глубоким тайнам, которые скрывает сама гора. Но что же скрывается под ее поверхностью? Какие истории ждут своего часа, чтобы быть раскрытыми? Исследователи не догадывались, что впереди их ждут еще более интригующие находки, которые непременно изменят их представление об этом месте. Секретная карта, найденная в кармане формы солдата, стала настоящим ключом к загадке, которая оставалась неразгаданной на протяжении многих лет. На первый взгляд, это была просто старая бумага, но ее содержимое обещало разгадать тайну подземных глубин. На ней был указан участок, который привлекал внимание исследователей, и надежды на обнаружение чего-то необычного возросли. Солдат, вернувшийся с войны, не знал, что именно его находка изменит ход истории этого места. Приближаясь к моменту, когда исследователи начали свои поиски, они объединили усилия и решили использовать карту как отправную точку. Вокруг находились местные жители, которые слышали легенды о затерянных вагонах, но никто не мог подтвердить их существование. Тем не менее, легенды стали расти, и вскоре местные искатели приключений начали собираться вокруг этой идеи. С каждым днем интерес к загадочной карте только увеличивался. Команда из археологов и спелеологов, вооруженная новейшими технологиями и старыми инструментами, начала свою работу. Сначала они исследовали верхние слои земли, уверенные, что смогут найти какие-нибудь следы. На протяжении нескольких недель не было никаких значительных находок. Тем не менее, солидная вера в то, что что-то важное скрыто под землей, не угасала. Прошло время, и команда решила исследовать более глубокие участки. С помощью специального оборудования им удалось обнаружить вход в подземные пещеры. С каждым шагом они углублялись в темноту, и напряжение нарастало. Внутри пещеры тишина была подавляющей, только эхо их шагов нарушало ее. Именно здесь, среди каменных стен и затхлого воздуха, их ждали невероятные открытия. Когда команда впервые увидела ржавеющие вагоны, которые словно спали под слоем земли, это стало настоящим шоком. Брошенные и забытые, они были покрыты пылью и паутиной, создавая атмосферу, полную тайны. Каждое открытие было как кусочек пазла, который обещал разгадать целую историю. Вагон за вагоном исследователи начинали осознавать, что нашли не просто состав, это был целый временной капсула, сохранившая следы прошлого. Некоторые из вагонов были оборудованы окнами, которые когда-то смотрели на мир, но теперь были залиты грязью. Исследователи находили внутри старые предметы, вещи, когда-то принадлежавшие пассажирам и грузам, которые, вероятно, никогда не доехали до своего назначения. Каждый предмет говорил о своих владельцах, и вскоре начали возникать вопросы о их судьбах. Загадочная находка привела к новым исследованиям, и вскоре стало понятно, что эти вагоны были частью гораздо более широкой истории. Исследователи начали догадываться о связи между ними и событиями, которые произошли в прошлом. Что на самом деле происходило в этом районе? Какова была роль этих вагонов в более широком контексте?
С каждым новым шагом интрига только возрастала. Подземные глубины скрывали гораздо больше, чем просто ржавые вагоны. Сплошные вопросы оставались без ответов, и каждая находка открывала новые горизонты для исследований. С тайной, заключенной в этих ржавеющих конструкциях, исследователи чувствовали, что они на пороге больших открытий, которые могли изменить представление о месте, в котором они находились. Такие глубины могли скрывать не только истину о затерянных вагонах, но и о самой горе, чьи тайны до сих пор оставались неразгаданными. Погружаясь глубже в загадки подземных глубин, исследователи столкнулись с непредсказуемыми условиями, которые усложняли их миссию. Темные коридоры, извивающиеся как змея, укрывали не только ржавеющие вагоны, но и множество других тайн. Каждый шаг в этих глубинах ощущался как шаг по грани. Под ногами хрустели камни, а воздух был насыщен влагой и таинственным шепотом давних времен. Когда команда исследователей впервые вошла в пещеру, они не могли не почувствовать, что попали в совершенно другой мир. Огромные сталактиты свисали с потолка, а отражения их силуэтов в струящихся лужах создавали странное ощущение, будто сами стены наблюдали за ними. При помощи мощных фонарей исследователи освещали потемки, и вскоре их внимание привлекли не только сами вагоны, но и обилие артефактов, разбросанных по всему пространству. Среди находок были старые ржавые детали, которые когда-то были частью механизмов, а также предметы, которые не имели прямого отношения к вагонам, старинные инструменты, крошечные стеклянные бутылки и даже личные вещи, оставшиеся от давно ушедших людей. Каждая находка не просто добавляла к общей картине, но и открывала новые слои истории. Исследователи пытались представить, кто мог использовать эти вещи и как они оказались здесь, на дне забытой пещеры. Исследования показали, что вагоны были не просто заброшены, но и прочно связаны с событиями, которые произошли в регионе в середине 20 века. Все указывало на то, что они были частью какого-то важного проекта, который был внезапно прекращен. Возможно, это был груз, который не должен был дойти до своего назначения, или тайная операция, связанная с военными действиями. Эти вопросы только добавляли интриги, и каждая находка подогревала интерес исследователей. С каждым новым днем команда находила все больше вагонов. Некоторые из них давали понять, что здесь когда-то было много людей. Вагон, где когда-то могли путешествовать семьи, носил следы жизни. Детские игрушки, забытые на полках, и старые журналы с пожелтевшими страницами. Исследователи не могли сдержать эмоций, когда обнаружили, что эти предметы, возможно, когда-то принадлежали людям, жившим в совершенно другой реальности. Неизвестность, окружающая эти события, только усиливала азарт. Каждый из вагонов был как отдельная история, и с каждой находкой исследователи все больше понимали, что их работа может раскрыть не только судьбы людей, но и целые страницы истории. Тем не менее, таинственная гора продолжала хранить свои секреты, и подземные глубины казались бесконечными. Исследователи поняли, что это лишь начало их пути. Они были готовы к новым открытиям, которые, возможно, приведут их к разгадке того, что на самом деле скрывает эта загадочная гора. Каждый новый проект, каждая старая карта и каждая находка приближали их к разгадке загадки, которая не давала покоя на протяжении многих лет. И исследователи были полны решимости продолжать, и вскоре им предстоит столкнуться с самыми глубокими тайнами, которые ожидают своего часа. Когда исследователи начали детально осматривать ржавеющие вагоны, каждый из них стал не просто предметом для изучения, а дверью в прошлое, полную тайн и загадок. Каждый вагон, найденный в подземной пещере, оказался не только забытым артефактом, но и свидетельством того, что здесь когда-то бушевала жизнь. Внимание исследователей привлекали не только сами вагоны, но и объекты, оставшиеся внутри них. Пассажирские вагоны, когда-то полные людей, теперь хранили в своих недрах призраки их историй. В первом вагоне исследователи наткнулись на старые чемоданы, покрытые слоем пыли. Некоторые из них были открыты, и внутри были найдены личные вещи, потерянные в пути письма, фотографии людей и даже старые игрушки, которые когда-то радовали детей. Каждая находка лишь подтверждала, что здесь когда-то царила жизнь. Следы человеческой деятельности смешивались с ржавчиной и паутиной, создавая атмосферу, полную ностальгии и меланхолии. Другой вагон, служивший когда-то для транспортировки грузов, открыл свои двери, демонстрируя удивительные находки. Внутри были старые инструменты, оставшиеся после заброшенного проекта, а также ящики с надписями, которые указывали на то, что здесь хранились важные материалы. Тщательное изучение этих предметов дало понять, что вагоны не просто покинули свои маршруты, они были частью чего-то большего, чем простой железнодорожный маршрут. Каждый вагон, словно живое существо, шептал о своем прошлом. Одна из находок привлекла особое внимание. Старый билет, найденный на полу одного из вагонов, датировался началом середины 20 века. Билет был на перевозку в город, который за эти годы успел стать не более чем мифом. Это открытие лишь подогревало интерес исследователей, и вскоре команда начала собирать информацию о каждом найденном предмете, пытаясь восстановить хронологию событий, которые привели к оставленным вагонам.
В процессе изучения исследователи обнаружили, что вагоны были не только заброшенными, но и, возможно, стали жертвами кризиса, который охватил страну в середине прошлого века. Этот факт стал еще одним ключом для понимания того, почему они оказались здесь, в подземной темноте. Вагон за вагоном команда исследователей обрисовывала контуры не только их истории, но и трагедий, которые могли произойти с людьми, когда-то находившимися на борту. Среди находок было много интересных объектов, которые добавляли к общей картине. Например, в одном из вагонов были обнаружены металлические детали, которые, возможно, когда-то были частью системы сигнализации. Эти детали, заросшие ржавчиной, давали понять, что вагоны использовались не только для перевозки людей и грузов, но и имели сложные системы управления. Каждое открытие вызывало все больше вопросов. Для чего нужна была эта система? Какие события произошли, чтобы оставить вагоны в таком состоянии? Изучая каждый вагон, команда обнаружила, что некоторые из них имели даже нестандартную конструкцию, которая не соответствовала обычным стандартам железнодорожного транспорта. Это привело к предположению, что вагоны могли быть частью какого-то секретного проекта или экспериментальной программы, о которой никогда не упоминали в официальных источниках. Интрига нарастала, и вскоре стало ясно, что эти вагоны хранят в себе не только физические объекты, но и загадки, которые могут изменить представление о событиях того времени. Наконец, исследователи начали собирать свои находки, чтобы подготовить их к дальнейшему изучению. Это был не просто процесс хранения. Каждый артефакт становился частью большой мозаики, которая помогала восстановить историю. С каждым новым открытием они ощущали, что приближаются к разгадке загадки, которая оставалась неразгаданной на протяжении многих лет. Среди обсуждений и обмена мнениями о находках возникали предположения о том, что подземные глубины могут скрывать еще больше тайн. Исследователи понимали, что эта находка — это лишь начало, и впереди их ждут еще более интересные открытия, которые, возможно, раскроют секреты не только самих вагонов, но и всей горы. Каждый их шаг приближает их к разгадке, и интрига продолжает нарастать, ведь загадки, которые они нашли, имеют потенциал изменить представление о мире вокруг них. Каждый вагон, найденный в подземной пещере, стал не просто артефактом, а настоящей историей, заключенной в ржавчине и запыленных углах. Исследователи, погружаясь в поиски, обнаружили, что эти заброшенные вагоны были не просто случайным оставлением, а частью более широкой и сложной истории, укрытой временем. Некоторые вагоны были пассажирскими, другие — товарными, и каждый из них хранил в себе следы жизни, которые когда-то наполняли их. В одном из вагонов археологи нашли старые чемоданы, покрытые толстым слоем пыли. Прикоснувшись к ним, они ощутили, что это не просто вещи. Внутри находились личные вещи, пожелтевшие письма, фотографии и детские игрушки, которые когда-то приносили радость. Эти предметы словно воскрешали сцены из давно ушедших дней, создавая атмосферу ностальгии и трагедии. Каждый найденный билет доносил до исследователей фрагменты жизни людей, которые однажды путешествовали здесь, мечтая о будущем. Другой вагон, служивший для транспортировки грузов, открыл свои двери с неожиданной находкой. Внутри, среди ржавых деталей и кусков металла, были ящики, на которых красовались надписи, указывающие на важные грузы. Эти артефакты создавали интригующую картину о том, что происходило в этом районе. Возможно, это были материалы, которые когда-то должны были выполнить важные задачи, но по какой-то причине остались здесь, забытыми. С каждым новым вагоном исследователи становились все более уверенными в том, что эти останки не были случайными. Они начали собирать информацию о каждом найденном предмете, чтобы восстановить хронологию событий, которые привели к созданию этих составов. Какая тайна скрывалась за их оставлением? Почему они оказались здесь, в недрах горы, заброшенными и покрытыми пылью? Исторические документы, найденные в старых архивах, указывали на то, что в середине 20 века этот район переживал кризис. События, происходившие в стране, могли стать причиной того, что вагоны были оставлены. Результаты военных действий, экономические проблемы или даже секретные операции – все это требовало глубокого изучения. Каждый найденный вагон попадал под пристальное внимание исследовательской команды, и они чувствовали, что на пороге больших открытий. В одном из вагонов исследователи обнаружили обрывки газет с заголовками о тех событиях, которые потрясли регион. Тем самым они получили подтверждение того, что вагоны были связаны с важными историческими моментами. Внутри находились предметы, о которых можно было только догадываться, но они указывали на то, что здесь происходили сложные человеческие драмы. Личное и общественное переплетались в истории, оставленные в затерянных вагонах. Некоторые из вагонов оказались с нестандартной конструкцией, что привело к предположению о том, что они могли быть частью какого-то секретного проекта. Такие находки добавляли интриги и ставили новые вопросы. Какой проект мог потребовать создания таких вагонов? О чем могли говорить эти артефакты, когда их создавали? Даже ржавчина на поверхности не могла скрыть тайны, которые они хранили. Вскоре исследователи начали собирать свои находки, чтобы подготовить их к дальнейшему изучению. Каждый артефакт становился частью большой мозаики, захватывающей дух.
С каждым новым открытием они ощущали, что приближаются к разгадке тайны, оставшейся неразгаданной на протяжении многих лет. Подземные глубины продолжали хранить свои секреты, и исследователи были полны решимости разобраться во всем, что хранили эти ржавеющие конструкции. Скоро они осознали, что это только начало. Каждое открытие открывало новые горизонты для исследований, и впереди их ждали еще более интригующие находки. Исследователи понимали, что загадка затерянных вагонов — это лишь один из многих слоев, которые они собираются раскрыть. Подземные глубины могли скрывать еще больше тайн, которые ждут, чтобы быть открытыми, и каждая находка приближала их к разгадке того, что на самом деле скрывает эта гора. Команда исследователей, погрузившись в изучение найденных вагонов, принялась за кропотливую работу, которая обещала раскрыть множество тайн, связанных с этой находкой. Каждый вагон представлял собой настоящую временную капсулу, в которой скрывались следы жизни и истории людей, когда-то пересекавшихся с этим местом. Обнаружив первый вагон, исследователи заметили, что он был частично открыт, и из него доносился запах затхлости и старости. Внутри находились старые чемоданы и сумки, покрытые слоем пыли, создавая атмосферу заброшенности. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в одном из чемоданов сохранились личные вещи, пожелтевшие письма, фотографии и даже детские игрушки. Эти находки мгновенно вызвали у исследователей чувство связи с людьми, которые когда-то использовали этот вагон. Письма, написанные с любовью, и фотографии, запечатлевшие радостные моменты, стали важными свидетельствами того, что здесь когда-то била жизнь. Археологи осторожно извлекали предметы, фиксируя каждый шаг и описывая находки в своих записях. Другой вагон, явно предназначенный для перевозки грузов, открыл свои двери с треском, обнажая множество ржавых деталей и ящиков. На некоторых из ящиков были надписи, указывающие на содержимое и назначение грузов. Исследователи начали собирать информацию о каждом найденном предмете, пытаясь установить, к каким историческим событиям эти грузы могли иметь отношение. Некоторые ящики были наполнены старыми инструментами, которые когда-то использовались для выполнения строительных работ, а другие хранили детали, которые могли быть частью военной техники. Среди находок их внимание привлекли старые билеты на проезд, найденные в одном из вагонов. Даты на билетах указывали на середину 20 века, что дало команде понять, что вагоны были частью более широкой системы перевозок в то время. Информация об этих билетах стала основой для дальнейших исследований, и исследователи начали анализировать архивы и исторические документы, чтобы восстановить хронологию событий. Не останавливаясь на достигнутом, команда исследователей продолжила углубляться в недра пещеры. Каждый новый найденный вагон открывал новые горизонты для изучения. Один из вагонов, имевший необычную конструкцию, вызвал особый интерес. Его внутреннее устройство не соответствовало стандартным железнодорожным требованиям, что дало основание предположить, что этот вагон мог быть частью какого-то секретного проекта или экспериментальной программы. Ученые начали догадываться о масштабах операций, связанных с этим регионом. В процессе изучения команда также обнаружила следы старинных машин и аппаратов, оставшихся в пещере. Эти элементы, когда-то служившие важной частью системы, теперь были покрыты ржавчиной, но все еще несли в себе множество загадок. Каждый из найденных предметов напоминал о том, что здесь когда-то происходили важные события, и это только подогревало интерес исследователей. Обсуждения о находках становились все более интенсивными. Каждый член команды высказывал свои предположения и идеи о связи между найденными объектами. Вскоре они поняли, что эти ржавеющие вагоны могут быть не просто остатками забытых перевозок, а частью более сложной и запутанной истории. Исследователи начали собирать детали, создавая карту связи между объектами и событиями, которые могли здесь происходить. Разбираясь с артефактами, команда пришла к заключению, что эти вагоны могли стать жертвами кризиса, который охватил страну в середине 20 века. Исследователи начали изучать документы и события того времени, чтобы понять, какие факторы могли привести к такой трагедии. Каждый артефакт, найденный в вагонах, мог указать на конкретные исторические обстоятельства, и команда была полна решимости раскрыть все тайны, скрытые в этих ржавеющих конструкциях. С каждой новой находкой исследователи чувствовали, что приближаются к разгадке. Они понимали, что эти вагоны хранят в себе не только физические объекты, но и истории людей, которые когда-то надеялись на лучшее, но оказались забытыми в недрах горы. Исследования продолжались, а новые открытия лишь добавляли интриги к уже сложной картине. Подземные глубины скрывали еще больше тайн, и команда была готова продолжать свои поиски, чтобы узнать, что же на самом деле ждет их в этих темных коридорах. Когда команда исследователей углубилась в изучение найденных вагонов, они столкнулись с тем, что подземные глубины могут скрывать гораздо больше тайн, чем они предполагали. Каждый вагон стал не просто объектом для анализа, а настоящим артефактом, который хранил в себе следы жизненных историй и событий, произошедших в этом районе.
В первом вагоне, который они тщательно осматривали, исследователи обнаружили старые чемоданы, покрытые слоем пыли, словно время оставило на них свой след. Сделав шаг внутрь, они увидели, что содержимое чемоданов включало пожелтевшие письма, фотографии и даже детские игрушки. Эти находки сразу же вызвали у них эмоциональную связь с людьми, которые могли когда-то путешествовать в этих вагонах, напоминая о более простых временах, когда жизнь была полна надежд и мечтаний. Другой вагон, явно предназначенный для грузов, открыл свои двери с треском, выявляя ржавые детали и ящики, на которых были видны надписи. Эти надписи указывали на важные грузы, которые когда-то должны были быть перевезены. Исследователи, зная о важности этих находок, начали записывать информацию о каждом предмете, чтобы восстановить хронологию событий, которые могли привести к оставлению вагонов в этом месте. Каждый артефакт становился частью большой загадки, которая стремительно развивалась у них на глазах. Среди находок был и старый билет на проезд, который указывал на середину 20 века, подтверждая, что эти вагоны были частью более широкой системы перевозок. Анализируя этот билет, команда начала собирать архивные данные, чтобы установить связь между событиями того времени и их находками. Внутри одного из вагонов они обнаружили обрывки газет с заголовками, связанными с историческими событиями, произошедшими в этом регионе. Эти материалы стали важной частью их исследования. Не останавливаясь на достигнутом, исследователи решили продолжить углубление в недра пещеры. Каждый новый найденный вагон открывал новые горизонты. Один из вагонов имел необычную конструкцию, что вызвало повышенный интерес у команды. Его внутреннее устройство не соответствовало стандартам, известным им ранее, что дало основание предположить, что этот вагон мог быть частью какого-то секретного проекта или экспериментальной программы. Ученые начали догадываться о масштабах операции, связанной с этим регионом и возможными событиями, которые произошли здесь. Во время дальнейшего изучения команды были найдены следы старинных машин и аппаратов, оставшихся в пещере. Эти элементы несли в себе множество загадок, и каждый из найденных предметов говорил о важных событиях, происходивших в этом районе. Обсуждения между членами команды становились все более интенсивными. Каждая находка порождала новые идеи и гипотезы. Исследователи начали собирать детали, создавая карту связи между объектами и событиями, которые могли происходить здесь. Изучая артефакты, команда пришла к выводу, что вагоны могли быть заброшены в результате кризиса, который охватил страну в середине 20 века. Исследователи начали анализировать документы и события того времени, чтобы понять, какие факторы могли привести к такой ситуации. Каждый артефакт из вагонов предоставлял важные подсказки для понимания сложной истории этого места. С каждой находкой исследователи ощущали, что приближаются к разгадке. Они понимали, что эти вагоны хранят в себе не только физические объекты, но и судьбы людей, которые когда-то надеялись на лучшее. Их миссия становилась все более значимой, и с каждым шагом они приближались к тайне, оставшейся неразгаданной на протяжении многих лет. Подземные глубины продолжали хранить свои секреты, и команда была полна решимости продолжать свои поиски, чтобы узнать, что еще может скрывать эта загадочная гора.